Дорогие друзья, приглашаю вас связать вот такую нежную салфеточку или мотив. Смотрите, сам урок рассчитан на 2 уровня. Если вы только-только начинаете вязать, то, повторяя за мной шаг за шагом, вы свяжете вот такой нежный мотив в виде салфеточки, да, то есть достаточно простой. Если же вы уже умеете читать схемы, более продвинутая рукодельница, то я прикладываю, то есть вкладываю в сам урок схемку, выполненную моей студией, именно создание полотна скатерти. Присоединяйтесь, давайте вот изнаночку посмотрим. Очень красиво и нежно смотрится. Можете выполнить в одном цвете, можете 2 цвета использовать. Все зависит от вашей фантазии и желания. Для работы я использую крючок 1,4. Пряжа у меня 100% мерсеризированный хлопок, 169 метров в 50 граммах. Вы можете использовать буквально любую пряжу, но учитывайте то, что если вы вяжете большое такое изделие, ваше полотно не должно деформироваться, и я рекомендую использовать мерсеризированный хлопок, только может немного тоньше, то есть другую толщину пряжи можете использовать, естественно подобрать крючок под эту толщину и под вашу плотность. Начинаем выполнение нашего мотива с колечка из 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И замыкаем в кольцо, вводим крючок в первую воздушную петелечку, выполняем соединительную. Колечко готово, и я могу приступить к выполнению первого ряда. Я выполняю 3 воздушные петелечки подъема. 1, 2, 3. Далее накид на крючок, ввожу крючок под арку и выполняю столбик с накидом. У меня 3 воздушные петли заменили столбик с накидом, и я теоретически провязала как бы 2 столбика. Далее я выполняю 2 воздушные и 2 столбика. Смотрите, ниточку я прокладываю вдоль колечка и выполняю 1 и 2 столбика с накидом, 2 воздушные и 2 столбика с накидом. 1, 2. Так я буду выполнять до конца ряда, пока у меня вот таких пар не будет 8 штук. 1, 2, 3. И мне нужно сделать 8. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я завершаю выполнение первого ряда. Смотрите, вот таких пар я сделала 8. Можете себя проверить. Далее я выполняю 2 воздушные и ввожу крючок в 3-ю петелечку подъема. Мой круговой ряд завершен. Я выполнила первый ряд. И могу приступить к выполнению второго ряда. Для начала я перехожу, для того чтобы начать ряд, я перехожу соединительную вершинку и под арку. И могу приступить к выполнению моего второго ряда. 3 воздушные петли подъема, накид, и под арочку я провязываю 1 столбик и 2. Мы под каждую арочку должны провязать по 3 столбика. 1 столбик у меня заменяют петли подъема, и то есть здесь я провязала петли подъема и 2 столбика. Далее у меня везде будет 2 воздушные и 3 столбика. 1, 2 и 3. 3 столбика с накидом, 2 воздушные, 3 столбика с накидом. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда, и завершу выполнение ряда я вместе с вами. Вот таким образом.
Продолжаем. Я выполнила 2 воздушные и завершаю выполнение второго ряда. Ввожу крючок в третью воздушную петелечку подъема. Мой круговой ряд завершен. Это был второй ряд, и я могу приступить к выполнению третьего ряда. Что я делаю? До начала ряда я перехожу соединительными. Ввожу в вершинку столбика крючок и выполняю соединительную. Одна, далее вторая, и под арочку у меня будет третья соединительная. У меня будет ряд, в котором будут столбики с 2 накидами, и поэтому я начинаю выполнение с 4 воздушных петелечек подъема. 1, 2, 3, 4. Они у меня заменяют один столбик с 2 накидами. Под эту же арочку я провяжу еще 4 столбика. Всего их должно быть 5. 2 накида и выполняю. 1, 2, 3 и 4. Проверяем себя. 5-й столбик у нас заменяют петли подъема. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее мы с вами выполняем 2 воздушные. И под каждую арочку будем провязывать 5 столбиков с 2 накидами. Выполняем. 1, 2, 3, 4 и 5. Выполнили 5 столбиков, 2 воздушные, и так далее мы будем выполнять до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение третьего ряда. Выполнила арочку из 2 воздушных, и теперь смотрите: 1, 2, 3, 4. Ввожу крючок в 4-ю воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. Я аккуратненько поправляю. И далее приступаю к выполнению следующего ряда. Что мы с вами делаем? Мы с вами выполняем 4 воздушные петелечки подъема, которые заменяют у меня столбик с 2 накидами. 1, 2, 3, 4. Выполнили. Далее я выполняю арку из 3 воздушных. 1, 2, 3. Далее 2 накида на крючок, и я ввожу крючок в петлю подъема и выполняю столбик с 2 накидами. Провязали. Далее 2 накида на крючок, и я в каждую вершинку выполняю столбики с 2 накидами и считаю. 1, 2, 3 и 4. Выполнили. В первую у меня петлю подъема выполнен 5-й, то есть всего у меня вот таким образом ровненько, видите, 5 столбиков с 2 накидами получилось. Арочка из 3. 1, 2, 3. 2 накида, и в эту же вершинку я ввожу крючок и выполняю столбик с 2 накидами. Вот таким образом. Смотрим, что у нас получилось. И я продолжаю. 2 накида. И теперь в следующую вершинку я ввожу крючок. Видите, да? И то же самое делаю. То есть столбик с 2 накидами. Арочка из 3 воздушных. 2 накида и в эту же вершинку.
столбики все у меня с 2 накидами, обратите внимание. Далее я в каждую вершинку провязываю по столбику. Считаем, это у меня 3-я вершинка, всего их 5, напоминаю, 4-я и 5-я. Внимательно, аккуратненько, не спешите. Далее у меня арочка из 3 воздушных, 2 накида, и в эту же вершинку, то есть я выполнила 2 столбика с общим основанием. Видите, да? Вот такая красота у меня получается. Далее 2 накида, я начну выполнять вершинку и столбик с 2 накидами. Арочка из 3 и столбик с 2 накидами в эту же вершинку. Так вы будете выполнять до конца ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Вот такие у нас лепестки должны получиться. Мы с вами выполнили вот такой круглый мотив и продолжаем вязать. Я завершу выполнение ряда, но перед этим, смотрите, я хочу перевернуть на изнаночную сторону и показать. Мы с вами ввязали ниточку вдоль нашего колечка, да, хвостик остается, мы его не обрезаем, а или иглой, или более тонким крючком берем и протягиваем еще раз вдоль колечка, и только потом обрезаем. То есть хорошо нужно прошить. И я завершаю выполнение 4-го ряда, ввожу крючок в 4-ю воздушную петелечку подъема, 1, 2, 3, вот она моя 4-я петля, и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению следующего 5-го ряда. Как мы выполняем 5-й ряд? Для начала мы должны перейти соединительное, то есть под арочку я выполняю соединительную и только затем начинаю выполнять петли подъема. Я выполняю 3 петли подъема. Выполнили. Далее я выполняю 7 петель арки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. Далее я выполняю 3 накида на крючок и ввожу крючок в вершинку столбика и выполняю столбик с 2 накидами. 2 накида, ввожу крючок в следующую вершинку и выполняю столбик с 2 накидами. 2 накида, ввожу крючок в следующую вершинку и столбик с 2 накидами. Далее у нас общая вершинка, то есть все петли на крючке я провязываю вместе. Следующая у меня арочка из 5 воздушных петель. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. 2 накида. И теперь смотрите, я выполняю провязывание вершинку столбика. И провязываю первый столбик с 2 накидами. 2 накида. Второй столбик с 2 накидами. И 3. И общая вершинка. Следующая у меня арочка из 7 воздушных петель. Выполняем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. 2 накида. Под арку я ввожу крючок и выполняю незавершенный столбик с 2 накидами. Первый. Далее 2 накида, и под следующую арочку я ввожу крючок и столбик с 2 накидами. И опять же общая вершинка. Вот таким образом.
Видите, да, вот такой лепесточек у нас с вами один готов. И мы продолжаем работу, то есть далее мы опять выполняем арочку из 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 2 накида. В вершинку столбика ввожу крючок и незавершенный столбик с 2 накидами. Первый, 2 накида, вершинку, второй, 2 накида, третий, столбик незавершенный. Теперь все петелечки на крючке я провязываю вместе в один прием, то есть общая вершинка. Далее у меня арочка из 5 воздушных. Раз, два, три, 4, 5 и столбики с 2 накидами. Первый в уже провязанную вершинку, второй в следующую, все столбики незавершенные, и в следующую. Мы выполнили 3 столбика с 2 накидами и общая вершинка. Далее у меня арочка из 7 воздушных. Раз, два, три, 4, 5, 6. Бежала петелечка, 7. 2 накида под арочку. Первый столбик с 2 накидами незавершенный и второй. И общая вершинка. Далее вновь арочка из 7 воздушных. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Завершу я выполнение 5-го ряда вместе с вами. Мы с вами продолжаем выполнять наш красивый круглый мотив. И смотрите, я выполнила арочку из 7 воздушных петель. Далее очень внимательно. 2 накида на крючок, я ввожу крючок под арку и выполняю незавершенный столбик с 2 накидами. Мы с вами завершаем выполнение нашего 5-го ряда. И я ввожу крючок раз, два в 3-ю воздушную петелечку подъема. Выполняю соединительную. Мой 5-й ряд завершен. И мы можем приступить к выполнению следующего 6-го ряда. Последний ряд у нас будет 6-й. И для того, чтобы перейти к его началу, что я делаю? Я ввожу крючок в воздушную петлю арки, выполняю соединительную. И далее под арочку выполняю соединительную. Вот таким образом. Далее я выполняю 3 воздушные петли подъема. Раз, два, 3. Выполнили. Далее арочка из 7 воздушных. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. 2 накида на крючок. И под арку я ввожу крючок, выполняю незавершенный столбик с 2 накидами. Смотрите, я ввожу крючок под арочку, под которую уже провязывала. Видите, да? Далее 2 накида. И под следующую арочку я ввожу крючок и выполняю также незавершенный столбик с 2 накидами. Вот таким образом. Общая вершинка. То есть все петли на крючке провязываем вместе. Далее арочка из 7 воздушных. У нас здесь все арочки будут из 7 воздушных. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. 2 накида, и под эту же арку я ввожу крючок и выполняю незавершенный столбик с 2 накидами. Первый, 2 накида и под следующую теперь незавершенный и общая вершинка. Выполнили. Далее вновь арочка из 7 воздушных. Я выполню еще один прием. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. 1 арочка, столбик под эту же арку с 2 накидами незавершенный и столбик с 2 накидами под следующую арочку незавершенный и общая вершинка.
Так мы с вами будем выполнять до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. И смотрите, мы с вами завершаем наш последний ряд нашего красивого мотива. Это у нас 6-й ряд. Что мы с вами делаем? Мы выполняем 2 накида на крючок. Далее я ввожу крючок под эту же арочку и выполняю столбик с 2 накидами незавершенный. Вот таким образом. Далее я ввожу крючок 1, 2 в 3-ю воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. Вот такая у меня нежнейшая получается салфеточка, нежнейший мотив. Ниточку можно обрезать и убрать ее вдоль полотна иголочкой. И сегодня мы с вами научились вязать вот такую нежность. Изнаночку посмотрим. И напоминаю, что в уроке даны схемы скатерти, расположение, соединение для более продвинутых рукодельниц, которые хорошо читают схемки. Если же вы начинающая рукодельница, то можете шаг за шагом связать со мной вот такую нежную салфеточку. Спасибо, что вяжете вместе со мной. Творческих вам успехов. И, конечно же, не забывайте писать в комментариях, что у вас получилось. До новых встреч!